Mijo. Puma's a boy. Jorbi Umba. Wanu. Всем привет! Сегодня мы будем строить ферму. Конечно же, эта постройка вдохновлена новым дополнением, которое выйдет уже практически через месяц. Осталось совсем чуть-чуть, целый месяц. Кошмар, конечно. Слишком рано они выкатили релиз, вообще презентовали нам всю эту историю. А еще, да, у меня гнусавый голос, потому что я простудилась, да, я летом всегда болею, это моя классика, поэтому недолго буду я вас мучить своим голосом. Лучше смотрите постройку. В принципе, я сделала такую классическую ферму, ну, как ферму, это такой дом с огородиком, с сарайчиком, с тепличкой, с садиком. Ну, то есть все, что я могла сделать в данный конкретный момент с данными дополнениями, которые у нас уже есть в Симсах, то я и сделала, собственно говоря. Мне просто хотелось построить дом, где был бы большой огород, если честно, потому что я, конечно, строила дома, где было место под огород, но чтобы настолько большой, я пока не строила. А еще хочу вам честно сказать, что для того, чтобы сделать превьюшечку, чтобы вот снять эту минутку или сколько там длилось вступление, надо было же вырастить огород, потому что я же не могу так иначе. Ну, то есть у меня очень большая проблема, что я себе в голове что-то строю, представление какое-то составляю, и вот пока я не добьюсь этого, ничего не получится. Так вот, самое смешное было в том, что вот этот весь огород, чтобы его засадить и, в принципе, что-то с ним сделать, чтобы он вырос. И, конечно, я пользовалась кодами, но все равно. В общем, у меня на это ушло больше времени, чем на постройку саму по себе. Потому что постройка заняла где-то 3-3,5 часа. То есть я посмотрела полвидео, и все эти видюшечки складываются где-то в 3-3,5 часа. Ну, конечно же, это было по времени больше. Вот. Ну, в общем, а играла я, чтобы это все вам показать вот в том виде, в котором оно в окончательном виде. Мне пришлось 1,5 дня. И я так оставляла симов, и они мне там потратили на этом огороде. Это уже все не так уж, как я хотела. В общем, в целом мне понравилось. Я надеюсь, вам тоже понравится. Повторюсь, это, конечно же, навеяно новым дополнением, потому что у нас будет ферма, у нас будут курочки, у нас будут ламы, у нас будут коровки. Кстати, постепенно появляются подробности об этой ферме. Дополнение, что коровы и ламы, они будут как жуки. Ну, в смысле того, что вы покупаете сарайчик, то есть вы покупаете им домик. Я так понимаю, мы будем клацать на этот домик и типа завести. Видимо, либо ламу, либо корову мы можем завести, потому что сейчас там с червячками и со сверчками та же самая история. То есть вы покупаете вот этот ящичек, клацаете на него и выбираете, что у вас будет, кто у вас будет там жить в этом пространстве, так сказать. Вот. Я так поняла, что с коровами будет то же самое. То есть мы сможем разводить только кур, как говорили в каком... Ну, я смотрю всякие видосики, кто там следит очень тщательно. То есть куры могут, я так понимаю, вылупляться вот из этих яиц, и они смогут мы их, разводить мы их сможем, в смысле того, чтобы потомство несколько давать. А я так поняла, что коровы и ламы у нас будут такие, не интерактивные, или, в общем, не знаю, немножко, ограничено будет. Плюс вот те кролики, которые всем так сильно понравились, они тоже будут не игровые, то есть не как животные, и лисы тоже не как животные, то есть они просто какие-то дикие такие будут, с которыми можно подружиться, как с дельфинами, например. Вот, кстати, я вспомнила, у нас же есть возможность на островах подружиться с дельфинами. То есть вы можете с ними тоже как-то интерактивить, что-то там с ними делать, но в семью, понятное дело, вы их не можете добавлять. И я так поняла, что такое примерно будет, такая же история будет и с кроликами, и с лисами. Что, мне кажется, нормально, потому что набивать в свою маленькую семью в 8 персонажей и
добавлять туда еще кроликов, куриц и всех прочих, мне кажется, это немножко странно. Странная история. Пусть они будут вот как домашние животные, они вот живут рядом с вами, да, кошки и собаки, за счет того, что это домашние животные, мы их любим, мы там их холим и лелеем, да, но как раз-таки коровы, хотел сказать козы, ламы, они будут отдельно от всех нас, но они будут рядом с нами. В общем, мне показалось это очень даже логично. Конечно же, появилась уже, как обычно, куча товарищей, которые возмущаются, им уже не нравится дополнение, но это всегда такое. Я заметила, что вот как-то раньше каждое дополнение как бы приветствовалось с абсолютным восторгом, что ой, круто, как замечательно. Да, были какие-то люди, которым не сильно нравилось. Сейчас же делают там предварительную презентацию. Потом у нас еще будет прямой эфир, скорее всего, где сами разработчики будут все показывать. То есть они нам так готовят почву. И тем больше, мне кажется, появилось товарищи, которые воняют и говорят о том, что нет, что-то не то, не так, хочешь эти кроличьи норы, хочешь это то, хочешь это. И как раз-таки я заметила, что чем более пышные презентации делают для нас разработчики, тем чем раньше они нам предоставляют там всякие доступы, всякие там вот эти вот трейлеры, релизы, еще чего-то, тем больше вот этих вонючек. Так что не знаю, с чем это связано. Я, в принципе, в восторге от любого дополнения, потому что чем больше каталогов, набора дополнений, тем больше мебели, которые мы можем использовать, тем больше геймплея, который мы можем тоже как-то использовать. Потому что я, например, многие аж недовольны этим студенчеством, как университетом тем, что эти все предметы — это кроличьи норы. А я так подумала, а что бы мы там делали? Просто сидели и слушали. Как бы что-то рассказывает профессор. Рассказывает. И мы бы сидели. И что? Мы можем пообщаться со своими одногруппниками. Мы и так с ними могли пообщаться. Мы могли подружиться даже со своим профессором. Мы можем подружиться со своим профессором. Просто нет вот этого факта сидения в аудитории. А вот те, кто были студентами, вам хочется еще посидеть в аудитории? Мне кажется, это не всегда такое веселое занятие. Зачастую это достаточно скучноватенько, скажу я вам. Хотя у меня вся учеба была интересная, я с удовольствием сидела, но все равно это, повторюсь, говорю, это просто было бы такое сидение групповое и слушание профессора. Мне кажется, это бессмысленно. То есть, кроличья нора и кроличья нора. Вот. Так что вы уже поняли, что я, в принципе, воспеваю все дополнения. И вот близлежащее, оно прям... Я тут от этого интерьера мечты никак не могу отойти. От всех этих дополнений я была в таком захлебывающемся восторге. Я до сих пор в нем пребываю с большим удовольствием. Вот. И сейчас еще вот ферму выкатывает, которую все так сильно ждали. Конечно, все расстроились, что лошадей нет, но есть ламы. Ламы тоже прикольно. В общем, мне кажется, очень много они выкатили, плюс какие-то новые взаимодействия. Конечно же, куча мебели, еще и крыши будут новые. Это так редко бывает, но у нас еще будут крыши, какие-то окна, двери. И все, мне кажется, будет прекрасно и замечательно. А вела я это к тому, что я уже не помню, к чему я это вела. Что я в восторге, и что так долго ждать, конечно, это не очень прикольно. Вот, у нас еще, кстати, новая кухня будет, я там в трейлере рассмотрела, она, конечно, похожа на вот ту, которую нам добавили, как она называется, сельская кухня или кантри кухня, в общем, какая-то вот которую я люблю и везде ставлю. Да, нам добавили что-то очень похожее, и все такие, фу-фу-фу, у нас уже это было. Я такая, эй, еще больше кухни, еще больше расцветок и всего прочего. Их же можно будет комбинировать, это так круто. Я в восторге от нового дополнения, мне безумно нравится вся эта идея, вся эта затея.
и все прочее, поэтому вот я уже не дождавшись, решила что-нибудь такое похожее построить. Мне показалось очень достаточно уютненько. Кстати, я давно уже не строила дома, да, я знаю, у меня есть такой грешок, я в принципе не особо люблю строить дома, честно вам признаюсь. Я люблю обставлять квартиры, причем какие-то захламленные, бедные, с каким-то ультранагрузкой какой-то вот, с их жителями. Вот это я люблю. А вот строить дома с нуля я не очень люблю, потому что у меня еще проблемы с обстановкой, то есть обставить это все этими, как это называется, деревьями, цветочками. Для меня это прям беда, печаль и вообще что-то невозможно нереальное. Я устаю, пока это все строю, я нервничаю, я, в общем... Ну, это не мое, но иногда вот хочется что-то такое. Плюс у меня было очень четкое представление о том, какое окружение будет. То есть я, кстати, вот дом не особо продумывала, а я точно понимала, что у меня будет теплица, я точно понимала, что у меня будет сарайчик, что у меня будет отдельно сад, у меня будет отдельно вот эти вот веревки с бельем. Они мне безумно нравятся, мне кажется, добавляют такого колоритика. Я, кстати, в своих постройках очень редко ставлю вообще стиральные машины. Мне кажется, это неправильно, потому что у нас уже есть и пылесосы, и стиральные машины, которые добавляют такого ощущения жизни, настоящей жизни. Мне кажется, надо ими пользоваться. Я, честно, ленюсь, потому что потом я забываю о том, что нужно стирать. У меня эта вся стирка копится, оно все как-то загрязняется. Я, кстати, пока вот здесь все выращивала, вот этот весь сад, у меня уже несколько раз Симы проводили уборку в этом доме, потому что очень быстро пыль образовывается. Они уже несколько раз пылесосили в этом прекрасном доме. Вот. В общем, это добавляет, конечно, такого более жизненного варианта, хотя все таки ой, не так близко к жизни, не так близко к жизни, но мне кажется, совсем прям вот жизненно, это будет уже перебор. Потому что у нас в жизни и так много всяких таких штук, которые нужно бесконечно делать, ты в жизни от них устаешь, типа, каждый день нужно думать о том, что же приготовить на ужин. Я не хочу, чтобы мои Симы каждый день думали о том, что же приготовить на ужин, потому что мне придется об этом думать. Я не хочу об этом думать. Поэтому мне удобно приготовить сразу на 8 персон что-либо, положить в холодильник, и пусть они едят. Поэтому какие-то прям сильно жизненные вещи я лично не хочу. Я взрослый человек, у которого хватает этих жизненных вещей, стирки, уборки, готовки в жизни. Я не хочу в Симсах этим заниматься. Пусть они будут все-таки игровыми персонажами, у которых есть какие-то другие заботы, интересы и все прочее. Вот. Поэтому я надеюсь, вам понравится эта постройка. Я думаю, что когда выкатится ферма, то ну вот что-то похожее, я думаю, я и буду в итоге строить. Хотя, конечно, не с таким большим этим огородом, который я сделаю, потому что это что-то нереальное. Это бессмысленная большая штука. Я думаю, что как раз-таки больше будут упор на животных. Немножко огородика, хотя у нас же там будут новые растения, какие-то вот эти арбузы, тыквы, баклажаны. Ну, вот эти синие такие штуки, по-моему, да. Там был в трейлере еще что-то новое там будет, короче, несколько новых растений, которые будут иначе расти. Опять-таки, судя по трейлеру, они будут как-то выглядеть иначе. Я очень хочу уже сделать арбузовую бахчу. Это бахча, это поле с арбузами, так называется. Я не знаю, почему оно так называется, но у нас оно называется именно так. Я этим сбиваю людей иногда с толку, когда я говорю об этом, что я в детстве лазила по арбузовой бахче и воровала. Нет, я не воровала. Я пару раз сорвала маленькие такие арбузики. Вот. Все, я вас оставляю с постройкой, я больше не гундошу своим голосом, только хочу сказать о том, что не забывайте, что я прохожу карьеру дизайнер интерьеров. Вот, у нас там в новой серии будет много жестяка, потому что либо я нашла баг, либо у меня случился баг. Ну, короче, не срослось как-то немножко у нас с новым заданием. Вот, поэтому заглядывайте тоже туда. И, в принципе, подписывайтесь, ставьте лайки. У нас будет много новых построечек, еще, конечно же, до выхода этого дополнения. Но я думаю, что, может, еще какие-то лесные домики я построю. Есть вариант того, что, кстати, мы вернемся. А может быть, кстати, мы вернемся к этой семье, когда выйдет дополнение, прям конкретно в этот дом.
и перестроим его с учетом нового дополнения. Не знаю, пишите, как вам такая идея. Посмотрим, как оно будет. Потому что уже есть основа, уже есть хороший каркас, уже есть целое поле высаженное, целое огородище. У нас есть полноценная большая семья, и, может, с этим можно что-то сделать. Так что следите за обновлениями. Для этого нужно подписаться, повторяюсь. Давайте, приятного просмотра, до новых встреч!